Под моими видео довольно часто стали появляться комментарии: смотри, Даша, твоя армия наступает при помощи полуторок, то бишь ГАСАА. И в этом видео я хочу немножко разъяснить ситуацию, выяснить, насколько это правда. Я думаю, это будет очень интересно. Ну а после того, как на полях сражений появились Панцер-4, в это сложно не поверить. Итак, поехали. Недавно в украинских СМИ появилась видеозапись дрона ВСУ, где видно движение вроде бы российской армейской колонны. Хотя по данным кадрам точно утверждать, чья это колонна, невозможно. Но что на ней вообще видно? На кадрах действительно движется колонна колесной техники. И мне кажется, что это капотные Уралы. Такие машины с разными модификациями есть у обоих противоборствующих сторон. Причем у ВСУ, как правило, это ранние экземпляры с коротким капотом. А в российской армии используются поздние Уралы с длинным носом и воздушным фильтром на правом крыле. Хотя и ранние образцы частенько встречаются. Теоретически это могут быть газоны, которые также могут быть задействованы в армейских перевозках, и у них тоже капотная компоновка. А украинские СМИ утверждают, что это именно полуторки ГАСАА или ГАЗ-ММ, то есть грузовые автомобили времен Великой Отечественной войны. И на данный момент такие машины сохранились в единичных экземплярах, и использовать их для текущих армейских перевозок как минимум нерационально. И у них проблемы с запасными частями, проходимость явно уступает даже современным коммерческим грузовикам. Да и грузоподъемность в 1,5 тонны – это чуть больше пикапа. Украинские СМИ утверждают, что у российских войск существенные потери в автомобильной технике, которые надо восполнять. Но восполнять их раритетной техникой таких времен – это полнейший идиотизм. Предположим, что российская промышленность не справляется со своей задачей. Но нелогично ли изъять старые, но более свежие ЗИЛ-131 со складов резерва, которые до событий февраля 2022 года продавали всем желающим? Или же направлять в армию современные коммерческие автомобили, пусть они будут уступать в проходимости, но зато не будет проблем с запасными частями и подготовкой водителей и механиков. И да, управлять полуторкой и современным Уралом – это две большие разницы. Банально, у полуторки нет усилителя рулевого управления и синхронизатора коробки передач. А, например, у некоторых образцов военного времени даже не было задней передачи. Но самое забавное, знаете что? Я вспомнила, что примерно год назад мелькал другой раритетный грузовик – швейцарский Заорер. Но он уже был с белыми крестами, и кадры вполне четкие. Заор 2ДМ внешне очень напоминает колесную технику, находившуюся на вооружении гитлеровской армии, и схожесть усиливается нанесенными на дверях кабины характерными крестами. Будто бы на этих кадрах снимается кино про вторжение немцев в Польшу. А данная модель была разработана в конце 50-х годов, и в настоящее время она полностью устарела. Такие автомобили были замечены впервые в вооруженных силах Украины еще со времен АТО в 2015 году. А к концу 50-х годов прошлого века в условиях обострившейся конкуренции и отсутствия крупных военных заказов фирма Заорер была вынуждена прекратить выпуск всех армейских автомобилей специальной конструкции, заменив их доработанными вариантами коммерческих машин. В первый период их базой был капотный грузовик 2ДМ, выпускавшийся с 1959 года. Его 5-тонный полноприводный вариант 4х4 поступал в швейцарскую армию с 1964 года, и он стал одним из наиболее известных военных автомобилей марки Заорер и предлагался в многочисленных исполнениях с дизельными двигателями мощностью от 110 до 160 лошадиных сил, 8-ступенчатой коробкой передач собственной разработки с пневматическим управлением и кабиной с люком в крыше и лебедкой. Известно, что Заор 2ДМ эксплуатировались в швейцарской армии. Также их поставляли вооруженные силы африканских государств. И теперь они оказались в распоряжении украинских вооруженных формирований. Один интересный западный образец грузовой техники – это Renault TRM 2000. Это аналог советской Шишиги. И на нее даже украинцы водрузили зенитку. Производство модели TRM 2000 стартовало в 1983 году, и с тех пор ежемесячно собиралось по 140 таких машин. И главным образом эти грузовики приобретала армия Франции. И было за что. Рено отлично справлялся с бездорожьем, мог за раз перевезти 12 бойцов или 2 тонны груза, да и максимальная скорость на ровной поверхности, несмотря на не самый мощный мотор в 117 лошадиных сил, составляла 90 км в час. И несмотря на поставки автомобилей из США, Франции, Германии, Италии и других стран НАТО, основу парка колесной техники ВСУ составляют модели, выпущенные еще во времена Советского Союза. Также по-прежнему мобилизируются гражданские грузовики и автобусы. Но не стоит считать, что только украинцы используют раритетную технику. Несколько месяцев назад появилось видео использования зенитной пушки С-60 на шасси ЗИЛ-133ГЯ, и характерная символика на машине не дает двусмысленности определения принадлежности машины. Грузовики ЗИЛ-133ГЯ в народе называли крокодилами, собственно, которых они и напоминали своими вытянутыми капотами, то есть носами, и длинными шасси туловищами с 2 мостами.
Машины могли тянуть на себе до 10 тонн груза и оснащались 6-литровым КАМАЗовским 8-цилиндровым дизелем на 150 лошадиных сил и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Впрочем, двигателей хватало с натяжкой, больше 100 км в час автомобиль не разгонялся. И любопытно, что в 2019 году такие грузовики можно было купить новыми. Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега с новыми шинами и аккумуляторами были выставлены на продажу на популярном портале частных объявлений. И продавец-магазин, который с 2011 года реализует технику и запчасти к ней. И он утверждает, что машины прошли только заводскую обкатку, и на одометрах у них лишь 1500 километров. Все 25 лет с момента выпуска они якобы стояли в гараже и числились в государственном резерве. И это можно проверить, и судя по фотографиям, которые прикреплены к объявлениям, автомобили пребывают в отличном состоянии. Стоимость грузовика 700 тысяч рублей, и если покупателю потребуется паспорт технического средства, то есть если он планирует выезжать на дороги общего пользования, то цена возрастает еще на 50 тысяч рублей. Так что ЗИЛ-133ГЯ это почти новинка, но это шутка. А сам факт использования раритетов с обоих сторон может говорить только о долгой войне на истощение, и поэтому приходится изыскивать резервы для восстановления потерь. Но вернемся к видео, где якобы изображены полуторки. То, что это, по моему мнению, не легендарное изделие Горьковского автозавода, я уже объяснила ранее. Третью машину в колонии теоретически можно принять за полуторку. Но что же это может быть за машина? И вообще, какие капотные автомобили могут быть у вооруженных сил Российской Федерации? И самое вероятное, это, конечно же, Уралы. И учитывая качество демонстрируемых кадров, вероятность того, что эта машина могла быть повреждена или замаскирована, или же оснащена дополнительным бронированием, и, скорее всего, это самая адекватная версия. Вторая машина в колонии – это точно КАМАЗ, а третья машина чуть меньше КАМАЗа. Урал и КАМАЗ примерно одинаковы по габаритам, только у Урала кабина чуть ниже из-за капотной компоновки. В российскую армию еще поставляются Уралы семейства Торнадо. Много их было показано на выставке «Армия-2023», но Торнадо крупнее своих более ранних сородичей, и по сути это некая замена КРАЗам, грузовикам из Кременчука. У машины заметна грузовая платформа, укрытая тентом, а по косвенным признакам можно предположить, что это бронированные КАМАЗы, которые были показаны на форуме «Армия-2023», и у них тоже капотная компоновка и есть грузовая платформа, и они чуть меньше КАМАЗов-мустангов, и они могут оснащаться защитными сетками от дронов, что тоже может искажать очертания машины. А еще в разное время армии предлагались автомобили типа «Волк» или «Медведь», которые также могут быть с грузовыми платформами. А вы как считаете, насколько адекватно заявление украинской стороны, что в видео именно ГАЗ-АА? Интересно узнать ваше мнение. И вот такая интересная история получилась про полуторку с Z-символикой, которую растиражировали украинские СМИ. Если вам понравилось видео, то подписывайтесь на мой канал. А если вы хотите поддержать выход моих видео, то сделать это можно на моей страничке на Бусти. Ссылочка будет в описании. До новых встреч. Пока-пока.